Друзья, всем привет! Сегодня уже приклеим чистовую обшивку бортов. Но перед этим борта и корму надо к этому подготовить. Пушечные порты, как я говорил в прошлой серии, я решил обшить грушей, чтобы не выделялись. Здесь я по-быстрому вклеил рейки на суперклей и сошлифовал заподлицо с бортом. А внутренний размер портов буду подгонять под внутреннюю обшивку. Осталось только просверлить отверстия под гаки брюков. Просверлю я их сверлилкой наискосок. Сверло использую 0,6 мм. Борт, где будут установлены кофельнагельные планки, я тоже укреплю. В этих местах не везде проходят топ-тимберсы. Просто вклею дополнительные рейки. Дальше перехожу к носу. Забыл вклеить туда одну детальку. Это надо было сделать до приклейки обшивки. Перехвачу на суперклей и сошлифую лишнее. Суперклей очень долго схватывает дерево, и поэтому я стал использовать активатор. Он в виде аэрозоля, при контакте с ним суперклей моментально затвердевает. Сам аэрозоль не оставляет вообще никаких следов и быстро испаряется. Очень полезная вещь, если надо быстро что-то приклеить или заделать щель. Дальше необходимо сделать отверстия под якорные клюзы и бушприт. Здесь очень важно не сколоть внутреннюю обшивку, поэтому я сверлю борт до слоя обшивки, а потом выбираю окружность бором. Отверстия под бушприт делаю также, но чуть меньшего диаметра, чем необходимо, чтобы потом подогнать под диаметр бушприта. С носом закончено. На корме нужно вклеить недостающие части и собрать гакоборт.
Дальше приклеивается слой шпона на киль и штевни. Это нужно для правильного формирования шпунта. Малка на киле и в корме снимается по гравировке. Сборка гакоборта начинается с приклейки внутренней обшивки. Пока клей не высох, я формирую изгиб гакоборта, прихватив гакоборт к корме. Кормовой подзор перед приклейкой нужно изогнуть и снять малку. Гакоборт и подзор я приклею друг к другу сразу на корме, поэтому проклею малярную ленту, чтобы детали не приклеились к корпусу. Теперь можно доклеить детали внутренней обшивки.
Нижний слой шпона я приклеиваю по нижней кромке подзора, а верхний слой по верхней кромке гакоборта. Верхний слой шпона не доходит до кромки подзора миллиметра на 3, и на это место я вклею маленький кусочек из того же шпона. Перед приклейкой наружной обшивки нужно снять малку с нижнего края гакоборта. Дальше я приклею обшивку кормы. Приклеивать буду на контактный клей, так как ПВА будет деформировать детали из шпона, и их придется как-то фиксировать, а утюгом не подлезть. Контактный клей наносится на обе поверхности и оставляется минут на 10 для просушки. После этого детали сильно прижимаются друг к другу. Края обшивки должны плотно прилегать друг к другу, поэтому фанеру можно срезать стамеской за ботлицо с приклеенной обшивкой.
Петли и ручки дверей я буду приклеивать потом. Корма закончена, и можно приклеивать наружную обшивку бортов. Верхний пояс обшивки я позиционирую по пушечным портам и верхней кромке борта. Туда, где будут приклеиваться руслини, я приклеил малярный скотч, так как весь борт я буду промазывать клеем. Обшивка будет привариваться утюгом, и для этого клеем промазывается и борт, и обшивка. Клей должен полностью просохнуть. Клей на обшивке тоже должен просохнуть, тогда обшивка быстрее приварится. Обшивка приклеивается в два этапа, и между этими этапами вклеивается шпигель. Детали шпигеля я вклеивал в такой последовательности. Сначала верхнюю деталь, потом центральную и потом уже боковушки с подгонкой к центральной детали.
центральная деталь оказалась чуть толще, чем надо, и желательно ее подогонять до приклейки. В моем случае у меня она выпирает. Я буду ее стачивать за петлицо со шпигелем и восстанавливать расшивку. Чтобы зафиксировать обшивку и заполнить щели, я пропитываю ее суперклеем и зашлифовываю.